Всем привет, друзья! Итак, идея для этого видео очень простая. Я просто решил собрать новый компьютер для жены и сделать это мы почему-то, мне 5, 10, 5, 4, 5. Короче, мне захотелось сделать все это в мини-формате. Дело в том, что цены уже начинают расти, как вы заметили, на железо, и пока они не улетели в космос, я понял, что надо делать сейчас сборочку. Причем, знаете, сборочку такую, чтобы новый компьютер Линды был, хотя бы на 40-50% быстрее, именно при запуске игр. Это важно. Для работы тут, понятное дело, тоже очень важно, но если работа связана с документами или там запуском несложных проектов, типа там в PowerPoint, то тут как бы и нет смысла собирать новый компьютер. Но вот запуск онлайновых игр, например, там в кооперативе, вот это уже важный момент, потому что Линда в основном запускает с друзьями сетевые проекты, типа там GTA-RP, Sea of Thieves, Rust и даже новинку Baldur's Gate 3 часть в кооперативе тоже. В общем-то, бюджет у нас небольшой, примерно там 70-80 тысяч, и задача, еще раз повторюсь, сделать мини-сборочку в мини-корпусе, и, как правило, любая сборка в таком формате, она не дешевая, это вы тоже знаете, потому что материнские платы в мини-формате стоят больше, чем обычные, почти в 2 раза, да и все это надо, чтобы поместилось в корпус, тоже небольшой. Короче, я замерял перед этим фреймрейт на старом компьютере, сохранил все показатели, чтобы вам показать, и при этом мне тоже понимать, насколько станет лучше ситуация после обновления компьютера. И ключевое, что смущало в прошлой сборке, это процессор, блок питания и оперативная память. Я вообще в целом именно этот странный компьютер старый собирал абсолютно в разнобой. Из того, что было, и то, что было, то я и поставил. А был у меня проц, например, i3 105F, была видеокарта RTX 3050 бэушная, был блок питания Aerocool XAS, внимание, на 850 Вт золотой, да, такое тоже бывает. И было 16 оперативы на частоте, внимание, 4400, которая работала на частоте 2600, что вообще просто крайне странно было видеть материнское платье на чипсете H410, именно такую навороченную память. Короче, полная жесть, все, что было лишним, то и поставил. Все равно я знал, что потом со временем придет время и нормально все я сделаю так, как нужно. Именно этим мы и займемся сейчас в этом видео, но сперва немножко полезной информации. Друзья, знаете, я обожаю универсальные вещи, вот примерно не так, и из чего же будет состоять наша сборочка в мини-формате под запуск онлайновых игр. И тут, конечно же, центром вселенной я решил взять народный процессор интеловский i5-12400, и обычно тут зрители привыкли слышать в конце 12400F, но я взял не F-версию, а со встроенным видеоядром. Далее поставим, значит, этот процессор в материнскую плату на чипсете B760, именно в мини-формате. И тут особо выбора, знаете, не было. Нужна была материнка со встроенным быстрым модулем Wi-Fi 6, Bluetooth, именно для стабильной работы сети в интернете, а для онлайновых игр, насколько вы знаете, качество приема и всякие там задержки, пинг и низкое, то есть, все это очень важные показатели. Прежде в старом ПК стоял Wi-Fi приемник свисток за 1500 рублей, и чисто бывали там, часто бывали сильные задержки или там фризы из-за сети, поэтому в этот раз уже в материнке было решено, что будет стоять быстрый интеловский адаптер Wi-Fi 6 с кучей наворотов. Но окей, ладно, едем далее, и все это теперь нужно поместить в корпус. И тут я взял уже довольно знакомый мне и моим зрителям Thermaltake Core V1 в белом цвете. Я уже делал в далеком прошлом, если помните, там, кто давно на моем канале, пару лет назад сборочку с этим корпусом, и тоже в белом цвете делал, и отлично знаю этот кейс, буквально досконально. Я знаю его сильные стороны, знаю слабые стороны, цена у корпуса примерно там 5000 рублей, это все понятно, это все доступно. Корпус уже этот я знаю, поэтому с ним проблем точно не будет. И теперь не менее важный момент, это видеокарта. Вот тут я решил не оставлять прошлую 3050 с одним вентилятором и купил в эту сборочку с Авито новую RTX 3060 на 12 RAM за 27 тысяч рублей. Дело в том, что на Авито часто продаются видеокарты дешевле, чем, например, в DNS, ведь там 3060 политовская стоит, внимание, вроде бы сегодня 36 тысяч рублей, а я купил точно такую же запакованную, абсолютно нулячую видеокарту за 27 с копейками. Да, там нет, например, документов, и только в этом и есть основной минус. Однако я купил как бы не бэушную видеокарту, а новую, видяха на 99% отработает пару лет без проблем, это точно. Так что мне эти документы, честно, даже и не нужны. Зато экономия почти 8000. И эти 8000 я решил вложить в SSD накопитель на 1 терабайт от Kingston. Это более чем узнаваемая модель SSD, модель NV2 и в целом обычный такой себе SSD на скорости 3000. Этого более чем хватит. Далее, что насчет блока питания, то тут я взял нормальный питальник от Deepcool
Cool, если я не ошибаюсь, по-моему, на 550 Вт с бронзовым сертификатом. Нормальный такой себе тоже народный питальник с кучей приятных отзывов, и 550 Вт чистыми более чем хватит для нашей сборочки. И даже будет еще запас, там, не знаю, 200 Вт, это точно. Что насчет корпуса, кстати, я уже решил заменить базовую вертушку спереди без подсветки, он просто черный, размером до 20 сантиметров, на более продвинутую от Cooler Master, именно с подсветкой и плавающая скорость, потому что вот Линда хотела, чтобы компьютер светился розовым цветом, а сделать это без подсветки, ну, как вы понимаете, просто невозможно. Все же подсветочка крайне важна именно для девочек, поэтому за 2500 рублей пришлось купить ветродув с RGB подсветкой на 200, то есть на 20 сантиметров. Все, а теперь давайте с вами сравним результаты до и после. В первом случае у нас, значит, новый компьютер с i5 12400 и 3060, и во втором старый, в прошлое i3 10105F и Vidyaha RTX 3050. Тестируем первым делом, конечно же, GTA RP на ультра, но в разрешении 2560 на 1080 под широкоформатный монитор 21:9. И как видим, в новой сборке в среднем от 90 до 110 кадров с нормальной кривой фреймтайма, и на старом компьютере от 45 до 60 кадров, то есть разница в среднем плюс 30-40 FPS. По температурам, кстати, примерно одинаковая ситуация именно процессора, хотя стоит признать, что 3060 чуток больше греется и поднимается температура до 75, и в то же время 3050 в более просторном корпусе, максимум, что я видел, это 71-72. Не сильно, конечно, большая разница, но все же. В остальном, что еще интересного можно сказать именно в GTA RP? Ну, наверное, просто то, что стало больше FPS и стабильное соединение интернета, при этом без каких-либо там задержек, вылетов и так далее. Ровно та же самая история повторяется и в Rust. Тут тоже все на ультра я выставил с включенным DLSS в режиме качества, и в первом случае у нас в новой сборке с 3060 от 90 до 110 FPS, и кривая фреймтайма имеет при этом такие вот небольшие микростаторы. Возможно, это из-за сервера, не знаю, там, потому что он американский, но во втором случае ситуация на старом компьютере с i3 и 3050 еще сильнее, то есть заметны эти статоры, прям уже действительно заметны физически, и фреймрейт в среднем от 45 до 60, то есть до 65 кадров. Короче, на старом ПК не очень комфортный 45-60 при 16-17 миллисекундах на кривой фреймтайма. Это не очень приятно, так что разница довольно существенная, и не только по количеству FPS, но и по качеству этих же самых FPS. Чем более ровная и прямая кривая, тем более плавные эти 60 кадров, и чем более разорвана эта линия с кучей точеных пик, тем хуже комфорт от такой картинки. Тут уже как бы все понятно, вы это видите сами на экране. В общем, что хочется, друзья, сказать вам в конце этого видео. Не знаю, с одной стороны, да, мы получили прирост почти на 70-80%, и получили во всех проектах, и не только там сетевых на ультра, и также на высоких настройках там с лучами больше 60 кадров. Я проверял именно там в Киберпанке, всякие там Ведьмак, просто нет времени и желания по каждой отдельно показывать, тем более конкретно интересовали именно сетевые проекты, и тут мы получили то, чего и хотели. Стабильные 60 плюс кадров на ультра вместо 45-50 с разорванной картинкой. Стоило ли это того, чтобы собирать компьютер за 85 тысяч рублей? Ну, наверное, да, хотя если бы это была обычная сборка, не в мини-формате, то значительно она бы вышла дешевле. Стоила бы там, скажем, материнка не 18-19 тысяч, а на 10 тысяч дешевле, плюс еще мне пришлось докупать там всякие вентиляторы, большие, маленькие. Короче, переплата стоила в среднем так примерно 1000 на 15 плюс. Если же собирать такой же компьютер в обычном состоянии, в нормальном корпусе, то вы бы при этом потратили там примерно 65-70 тысяч, но точно не 85. Просто красота, как мы знаем, и размеры компьютера требуют затрат. Я в целом, конечно же, доволен результатом, и в этом ПК со временем можно будет поставить, например, будущую RTX 5060, которая, наверное, выйдет через парочку лет, и будет все в этом случае нормально. В остальном, друзья, это все. Если кому интересно, ссылочки на железки в этом компьютере я оставлю в описании под этим видео. Увидимся с вами уже очень скоро. Еще раз желаю всем не болеть, подписывайтесь, комментируйте. Всем удачи. Пока-пока.